Друзья мои, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир. С вами Наталья. Прежде всего, я вас благодарю, дорогие мои, за подписки, за лайки, за комментарии, за обратную связь. Для меня это очень ценно и очень важно. Я никогда не устану вас благодарить. И желаю вам в 1000 раз больше света, добра, любви и тепла, чем желаете вы мне. Дорогие, давайте сегодня посмотрим с вами таро-прогноз для знака зодиака Стрелец на предстоящую неделю. Стрельцы, настройтесь. Первой картой мы посмотрим общие энергии недели, в каких энергиях будет происходить ваша неделя. У вас, стрельцы, знаете, такая неделя, как будто вам надо отдохнуть. Да, здесь как-то сама судьба вас выталкивает в момент, что вам нужно все-таки обратить внимание на партнера рядом. Вам рекомендуется куда-то выйти, прервать вот эту остановку, которая есть, дабы не нарваться на какой-то скандал. Давайте посмотрим понедельник. Понедельник у вас проходит под знаком выбора. Да? Здесь для многих это может отыграться и сомнениями, но в частности это выбор. Вы будете выбирать между тем, чтобы разрушить что-то старое. Да? Здесь может быть что угодно, и отношения, и проекты, и смена работы. И как будто это решение вам надо принять очень быстро, потому что у вас есть какой-то задел на карьерный рост. Здесь больше вот идет все-таки информация о смене работы, о смене сферы деятельности, потому что то, что есть на сегодня, вызывает уже жуткое напряжение. Это что-то то, что постоянно происходит, да, вы постоянно занимаетесь одним и тем же, и ресурс, не то, что его нет на это, ресурса предостаточно, но вы понимаете, что вы можете сделать больше. И опираетесь вот вы на свой опыт, на жизненный, да, и строите вот эти планы все-таки на развитие, на будущее. Вот такой проходит для вас понедельник. Давайте посмотрим, что вас ждет во вторник. Стрельцы, во вторник вы все-таки выходите победителем. В каком вопросе вы выходите победителем? Вы все-таки договоритесь как-то со своим партнером, он к вам прислушается, да. Вот здесь мы видели, что все-таки была какая-то остановка, какая-то стагнация в отношениях, возможно, какие-то обиды. И здесь вы просто обговорите этот момент какого-то нового начинания, и человек просто вас услышит. Здесь как бы, ну, все будет хорошо, человек вас услышит, вы будете этим довольны. Среда. Среда идет момент какого-то опечаленного состояния, некой даже депрессии, можно так сказать. Почему депрессия? Потому что вы очень долго что-то ждете. А что ждете? Ждете решения от какой-то королевы мечей, да, по поводу какого-то праздника. И король жезлов. Здесь как будто, знаете, семейная какая-то пара, и вы ждете какого-то решения вопроса от них. Но это может быть и не семейная пара, здесь может быть и как некие руководители, вы ждете от них какого-то решения вопроса, а вопрос все никак не решается, висит в воздухе. И здесь вот вы опечалены тем, что длительная эта остановка, она вам как-то, ну, не нужна. Четверг, стрельцы, что для вас? Четверг у вас король кубков. О чем эта карта говорит? Эта карта говорит о том, что все-таки король жезлов, вот который, да, никак не примет решение, у него есть на то какие-то свои основания, понимаете, остановка. Здесь человек может быть очень сильно занят работой, поэтому вот здесь как бы вы узнаете эту информацию, да, и просто доверитесь Вселенной, что Вселенная виднее, значит решение этого вопроса, оно действительно должно пока как-то повисеть в воздухе. Четверг. В пятницу что вас ожидает? В пятницу вас ожидает тоже, знаете, какой-то не то баланс, не то с кем-то поделиться надо. Здесь для многих проиграется такой момент, что делиться либо с женой надо, либо с мамой, либо с тещей, со свекровью, да. А делиться чем? Делиться какими-то своими планами, делиться, возможно, даже распределить какие-то вот эти обязанности, которые монотонно вы перебираете изо дня в день, да, и вот эти обязанности, как будто вам захотят даже помочь, понимаете? Но здесь или все-таки вас вернут в какой-то прошлый момент, доделать какие-то вот эти монотонные дела, именно либо жена, либо мать, либо свекровь, теща. И вы, знаете, как будто вы это все пройдете и просто осознаете очень многое по прошествии всего этого.
Но все равно, как будто бороться вы все равно не перестаете с какими-то, может быть, моментами. Чем знаменуется для вас суббота, стрельцы? Суббота для вас проходит под картой туз жезлов. То есть, смотрите, здесь какие-то планы, которые вы задумывали, да, возможно, на эту неделю, возможно, на какое-то ближайшее будущее. И если идет не так, как вы хотели, здесь вы должны понимать, что это все по справедливости. Здесь почему-то для вас на первый план выходит чувственная сфера. Уж не знаю для кого, как это проигрывается. Может быть, вы слишком много времени уделяете работе и совсем забыли про личные отношения, про взаимоотношения. И здесь ваши планы вот реально не осуществляются только потому, что вы нарушаете баланс. Воскресенье для вас под картой проходит королевы пентаклей. О чем нам говорит эта карта? Эта карта говорит нам о том, что вы вполне можете осуществить все задуманное, у вас на это есть ресурс. Но у вас, стрельцы, вот я сколько не смотрю подсказок, у вас выходит, знаете, какой-то момент, что вам надо налаживать личные отношения. Что-то в личных отношениях есть какие-то недоделки, да, и когда нет гармонии в семье, в отношениях, личной гармонии, здесь просто тогда, как говорится, и все рушится, и все идет не так, как нужно. Вот совет карт для вас. Совет карт для вас — это вам надо все-таки принять решение, вам надо хорошо обдумать. Не то, что, знаете, сделать какой-то выбор, да, а вам нужно просто понять, для чего вам дана данная остановка, для чего вам дано это состояние стагнации. Но, как вижу я по картам, это то, что для того, что вы должны навести порядок именно в личных отношениях. Давайте посмотрим дальше, что вас ожидает как раз-таки в личных отношениях на предстоящую неделю. В личных отношениях на предстоящую неделю, здесь смотрите, но в личных отношениях карта мага, она говорит о том, что у вас есть все ресурсы. Вы можете, творить невероятные чудеса, да. Вы можете, как сказать, вы можете даже поговорить со своим партнером и, грубо говоря, сказать там какое-то одно слово, и человек вас услышит, поймет, и вся ситуация образуется в одночасье. Но здесь вы настолько заняты работой, что вы просто не видите того, что, в какой-то мере вы стали эгоистом, да, и вот здесь как бы вторая половина, она считает, что вы разбиваете ей сердце, понимаете? Где-то есть напряжение, где-то есть давление, где-то есть обида, какой-то чувствует себя как обманутым каким-то, и идет отстранение. И здесь вот этот момент, что вы должны это понять на данной неделе и навести вот этот порядок. Что у вас в работе, дорогие стрельцы, на предстоящую неделю? Смотрите, многие из стрельцов возвращаются к какому-то обучению, которое происходило, скажем так, может где-то, знаете, как начинали, потом бросали, потом опять возвращались в это обучение, да. И вот сейчас на данной неделе вы все-таки проходите какой-то момент, скажем так, да, может даже прошли уже обучение для того, чтобы выйти в карту короля пентаклей, да, то есть вы хотите стать человеком, который умеет настраивать механизмы до автоматизма, то есть вам, как сказать, работа над каким-то проектом, да, здесь, что угодно может быть. Это может быть и личные отношения. Когда вы все до такой степени доводите до автоматизма, что все работает как швейцарские часы. Вот вам хочется вот этой точности, четкости, да, вот этого вот понятия, как даже работа будет происходить без вашего участия. Вот к такому вы стремитесь, и на данной неделе вы проходите какой-то момент обучения в этом. То есть вы познаете какие-то тайны, знания. Давайте посмотрим, дорогие стрельцы, что же вас порадует на этой неделе.
А порадует вас на этой неделе, вы знаете, какой-то такой счастливый случай, который эмоционально поднимет вам настроение. Вы как будто понимаете, ну вот, то ли вот сбудется то, что на чем уже давным-давно поставили крест, да, как-то вот такой момент идет, какое-то вот желание, то ли какая-то монотонность, она ну, на какой-то момент времени, да, эмоциональная сфера перекроет вашу вот эту вот монотонную работу, которой вам всегда не хватало времени, ну, на любовь, хочется так сказать, понимаете? И вот это вот настолько эйфорийное чувство, которое вот какой-то счастливый случай, а по справедливости произойдет этот случай, и вас это порадует. Знаете, вы как будто даже не будете понимать, откуда что взялось, но так должно быть, и курс выбран верно. И вас, конечно, это очень обрадует. Давайте посмотрим ваши финансы. Финансы на предстоящую неделю. А здесь для многих стрельцов проиграется такой момент, что понадобятся деньги на какую-то поездку, на какую-то дорогу, может быть, там куда-то жена уезжает, да, или вот больше даже, может быть, и дети с детьми, с женой, да, вот такой какой-то момент. И вот этот баланс как раз-таки не то, что давать, не давать, да, а вы будете принимать это решение, ну, может быть, в каком количестве отдать этих денег, понимаете, вот такой какой-то момент. И еще может быть такая информация, что вы будете от семьи в тайне, да, свои деньги, ну, как будто как заначку какую-то откладывать на какие-то дальнейшие планы, которые пока не то, что не хотите, чтобы знали, да, а как будто вы вот, ну как сказать, залипли на каком-то объекте, да, ну может кто-то играет, ну это как пример сейчас привожу, да, и вот будете деньги втихаря забирать, чтобы вот все-таки пойти и спустить их туда. Вот такой тоже момент может быть. Давайте посмотрим, что у вас в работе. А, в работе мы смотрели, да? Да, это какая неприятность вас поджидает. Какая неприятность вас поджидает? Или что может быть для вас какой-то неприятный момент на предстоящей неделе? Неприятный момент на предстоящей неделе будет связан все-таки с тем, что, понимаете, вы будете как-то сетовать на судьбу, что судьба к вам неблагосклонна, что вы вот как-то и идете, и боретесь, и добиваетесь, а карьеры вот почему-то пока не строится, новое начало как-то не вырисовывается. И вот это будет вызывать у вас жуткое напряжение, будет какое-то отстранение, недовольство. Вот это то, что будет такой неприятный момент на данной неделе. И еще здесь, смотрите, очень велика вероятность из-за вот этих внутренних каких-то переживаний и непоняток сорваться на близком человеке. Вот это тоже может быть, поэтому смотрите, дорогие стрельцы, будьте осторожны. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. А внимание вам нужно обратить на легкость и понять тот момент, что не все всегда решает скорость. И не все всегда решает какая-то хитрость и обман. Здесь, понимаете, для многих проигрывается такой момент, что вы должны пройти некий путь с нуля. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что если вы в какое-то начинание новое идете, даже имея свой колоссальный какой-то багаж знаний или опыта, да, здесь вам все равно придется, ну, знаете как, подстраиваться, перестраиваться, да, и проходить все с нуля. И здесь как бы, ну, скорость, ну, возможно, и быстро эти события отыграются, но здесь, понимаете, надо многое пересмотреть, многое подправить, и ни в коем случае не хитрить и не идти на обман. Вот это вот такой
Такие рекомендации для вас, на что вам нужно обратить внимание. Стрельцы дорогие, вот такой расклад у меня получился для вас. А я вам желаю побед в вашем начинании. Я вам желаю легкого пути, хотя легких путей, как известно, ну они бывают, конечно, но все равно, знаете, насколько я знаю, вы люди такие твердого характера и никогда не сдаетесь. В этом плане вы молодцы. Поэтому я вам желаю успехов, я вам желаю побед, я вам желаю, чтобы ваше задуманное исполнилось в самом наилучшем для вас варианте. Берегите себя, берегите своих близких, а я вас обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.